Лёва – премиумный тяжелый танк 8-го уровня. Грозная машина со звучным именем. Медлительная, но с отличной снайперской пушкой. Пришло время узнать, как играть на немецкой легенде World of Tanks. Главный козырь Льва – его пушка. Она хоть и не выделяется уроном, но однозначно является одной из самых точных среди восьмерок. Сводится Лев 2,9 секунды, а после выстрела уходит на достаточно долгую перезарядку в 12 секунд. Но куда нам спешить? Ведь снайперы не бегут на врага со штыком, а мы как раз тяжелый снайпер. Средний урон за выстрел у Льва 320 единиц. Результат базовый для 8-го уровня, но средний урон не самый высокий – 1600 единиц в минуту. Улучшить ситуацию можно с помощью дополнительного оборудования и навыков экипажа. Ставим досылатель и вентиляцию, прокачиваем боевое братство, съедаем шоколадку, и вот у нас уже существенный прирост к скорости сведения и времени перезарядки. Базовым бронебойным снарядом Лев прошибает броню в 234 мм. Воевать с таким пробитием комфортно не только на своем уровне, но и с противниками постарше. Пушка Льва невероятно точна. Давайте проведем эксперимент. Представим, что к концу боя немец остался один против 4 врагов. И не просто врагов, а таких, которые в бою вызывают у игроков нервный зуд и заставляют ладошки потеть. Попасть в глаз белки – это каждый сможет. А попробуйте попасть в башенку Т-110Е5 с 300 метров. Ситуация патовая, но не для Льва. Немец, как чемпион мира по биатлону, уверенно кладет снаряд за снарядом в уязвимые места противников. В ближнем бою с десятками ему пришлось бы туго, но на такой дистанции можно смело раздавать урон, не боясь, что противник выцелит слабые участки брони. Враги повержены. Вот она, знаменитая немецкая точность и хорошее пробитие. С пушкой все понятно, но ведь ее еще нужно доставить на боевую позицию. И вот тут все не так просто. Лев тяжелый и медлительный. И хотя под капотом 800 лошадей, тащить им нужно монстра весом 90 тонн. Среди тяжелых танков 8-го уровня по удельной мощности немец занимает почетное последнее место. Максимум, что можно выжать из него, 35 км в час. Поэтому с выбором позиции и стилем боя нужно определяться еще при разъезде. Сменить фланг во время боя будет очень трудно. При всей тяжести и мощности у Льва не самая хорошая броня. И хотя толщина лба для тяжей 8-го уровня вполне достойная, 120 мм, из-за конфигурации корпуса она сходит на нет. При стрельбе по верхней лобовой детали, которая расположена под углом 45 градусов, приведенная броня составляет около 180 мм. С такой защитой можно получать непробитие от орудий СТ и ТТ 7-го уровня, но для восьмерок это уже не преграда. А широкий стык между деталями вообще стоит вертикально, поэтому его приведенная броня составляет ровно 120 мм. При стрельбе в лоб эта ахиллесова пята немца будет пробиваться абсолютно всеми. Именно поэтому нужно стараться спрятать ее за укрытием или выезжать на противника под острым углом, постоянно доворачивая корпус. Эффективно потанковать 100-мм бортом можно, пожалуй, только против семерок. Танки более высоких уровней таких вольностей не простят. И все было бы очень грустно, если бы не 120-миллиметровая маска на лбу башни. Да, маска есть у всех танков, но Лев выделяется. Его маска закрывает всю лобовую часть башни, а их совместное бронирование составляет 240 мм. Пробить сюда Льва невероятно трудно, а если спрятать корпус за укрытие, то немец превращается в настоящую неприступную крепость. Лев – интересная машина. Играть на нем можно в роли снайпера или использовать его как танк поддержки. Немец огромный и легко засвечивается даже на дальних дистанциях. Поэтому в снайперском стиле игры нужно тщательно выбирать укрытие. Ваша задача – максимально спрятать корпус танка. Остальное сделает башня.
У пушки «Льва» хорошие углы вертикальной наводки. Это позволяет выбирать удачные позиции и уверенно расстреливать вражеские танки, будучи в безопасности. Ну а если хочется повоевать на передовой, то и здесь у немца нет особых проблем. Находясь в топе, «Лев» хорошо танкует лбом, если выезжает на противника под острым углом. Снаряды в таком случае будут рикошетить от брони. С 9 и 10 уровнями уже посложнее. Большинство противников могут отправить немца в ангар с пары выстрелов, поэтому играть нужно осторожно. Укрывайтесь за спинами тяжело бронированных союзников, прячьтесь за любыми укрытиями, которые защищают корпус, и играйте от башни. Снайперские характеристики орудия помогут успешно воевать против техники высоких уровней. Пока противники перезаряжаются, смело выезжайте и стреляйте в уязвимые места, а после возвращайтесь на исходную. Ну и не забывайте, что «Лев» премиум машина, а значит экипаж на ней прокачивается в 1,5 раза быстрее. Плюс зарабатывать кредиты на нем – одно удовольствие. Еще больше интересного об этой любопытной машине вы можете узнать на сайте levivod.ru. Учитесь побеждать вместе с нашими гайдами. В бой!